Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно межзвездной логистики, то есть когда у вас в вашей системе уже нечего копать, либо вам нужно что-то в более больших количествах, вам придется добывать это дело в других системах, то есть у другой звезды, на другой планете, и все это дело тащить, но есть некоторые проблемы. С наскока просто так это сделать не получится, а обычная межпланетарная логистика без различных ухищрений так работать не будет и будет отказываться, ругаться и так далее. Я вам расскажу, как все это дело поставить, настроить и использовать на постоянке в автоматизированном виде, а не просто тупо летать туда мехом, брать какую-то часть и гнать обратно. Ну что ж, друзья, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, контент. Поехали! Вам нужна будет логистическая станция, но не это. Это планетарная логистическая система, станция, как угодно. Нужна именно межпланетная. То есть вы сейчас перед собой видите в данный момент вот это вот дело, Planetary Logistic Station, а нам нужна Interstellar Logistic Station. Далее, друзья, нам придется кое-что изучить. Начнем с того, что нам нужно. Это очень важная штука, которая именно позволяет вам делать, внимание, варп-прыжок. Что у нас тут к этому делу относится? Gravitational Wave Refraction. Это у нас делается из синих кубов, красных и желтых. Все делается совершенно спокойно. Для этой штуки нужен титан, для этой штуки нужна нефтянка, ну а это, собственно, ничего прям сложного нету. Тут вы можете заметить гравитационную линзу, которая делается из бриллианта и Strange Matter. И мы можем делать таким образом Space Warper, то, что нам как раз таки нужно. То есть ставим производство данной штуки, она делается в ассемблере, и ставим производство дальше этой штуки, делается также в ассемблере. Но обратите внимание, то, что одна единица такой линзы дает одну единицу Space Warper. И видите следующий рецепт ниже. Один зеленый куб, 8 Space Warper'ов. И это уже следующее исследование Gravity Matrix, то есть изготовление зеленых кубов, которые делаются у нас из той же самой линзы, которую мы будем использовать, и чипа. Вроде так он называется, сейчас точно вам скажу. Да, Quantum Chip, да, именно он. В чем прикол? Мы будем тратить одну единицу такую для создания одной единицы такой, но получать мы будем уже 8 Space Warper'ов. И да, рецепт этот откроется, естественно, только когда вы откроете матрицу. Тут вот пометочка стоит. Но предварительно нам нужно туда прилететь своим мехом, чтобы построить там различные производства, системы логистические и так далее. Что нужно? Спускаемся и видим Drive Engine. Цепляемся глазками, спускаемся, и тут у нас получается это просто Unlocks Mecha Flight. Это пока что не то, но его изучить надо. Как видите, тут вообще уголь и медные катушки. Дальше Drive Engine Unlocks Mecha Sail. Это перемещение между планетами. Далее Drive Engine позволяет вам лететь еще быстрее. 1000, понятно. И наконец-таки тот самый Drive Engine, который открывает вам варп для вашего меха. И тут уже опять-таки желтенькие кубы. Это просто увеличивает скорость, если что. Поскольку данные кубы у нас используются для исследований, и периодически, может какой-то перерыв будет, вы сможете, так сказать, запастись определенным количеством, эта штука встанет, и у вас будет все это делаться в ассемблерах. Я сейчас говорю про Space Warper. После чего у вас будет еще одна ячейка, если вы можете заметить, вот, третья ячейка, куда эта штука будет складываться в Interstellar Logistic Station, обращаю ваше внимание. И здесь еще она будет при этом аккумулироваться, это нужно заранее проставить. И теперь все прекрасно. Ваши корабли, которые будут лететь с этой точки, именно вот эти, на секундочку, корабли Logistic Vessel, будут это дело все отвозить. И это довольно удобно. Когда на планете все уже подготовили, все у вас просто ждет вашего старта, сделайте следующее приготовление. 10 Logistic Vessel для логистической интерстеллар системы на той планете. Плюс, логистического дрона по желанию, будете ли вы там как-то выстраивать на той планете, я не знаю, но вот это просто must have. Далее,
Естественно, само здание. Без него, ребята, не получится. И еще, во время варп-прыжка будет расходоваться энергия, и позаботьтесь об этом для своего меха. В моем случае я использую вообще антиматерию, но это как бы излишка. Реально, это слишком дохрена и слишком жирно. Можно использовать хоть и графит по большому счету. Вот этот вот. Но это будет маловато. Вот водородное топливо, ядерное топливо, вот что-то из этого. Только не ставьте водородное топливо, пожалуйста, на выработку энергии для ваших наземных баз. Водорода всегда будет не хватать. А дейтерий, ну, примерно, я думаю, в той же степени. Теперь все у нас готово, включая еще, кстати, и конвейеры, сортировщики, вот это вот все, что связано с производством. Нажимаем клавишу M, открывается карта. И отдаляемся, отдаляемся, отдаляемся и выбираем систему, куда мы будем прыгать. Прыгать мы будем в Дельта Круки. С умятом производства, видите, они летают туда-сюда. Эти Logistic Vessel. Ставим индикатор и потихонечку взлетаем. Особо пока не торопимся. Двойное нажатие на пробел и взлетаем, 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 выпрямляемся, нажимаем shift, слегка-слегка ускоряемся, чтобы покинуть планету. И теперь нужно просто лишь нажать Tab. И мы летим непосредственно туда. И, друзья, пожалуйста, если YouTube вас будет спрашивать касательно полезности контента, понравилось ли вам видео, потому что это было недавно введено для моего канала YouTube, спасибо за вашу активность, за ваши просмотры. Это лишь только благодаря вам. Ставьте отметочку, пожалуйста. Можно даже 5 звездочек. Спасибо. А теперь, чтобы выйти нам из данного прыжка, придется нажать еще раз Tab. Сам он не выйдет, полетит дальше. И вот, мы видим то, что мы в системе, видим различные планеты. Нажимаем клавишу M опять-таки, видим карту системы, выбираем туда, куда мы хотим полететь и, собственно, летим. Кстати, можете также использовать данный прыжок. Это будет быстрее, будет очень удобное перемещение между планетами, и он выйдет автоматически при подлете к планете. Но в данном случае газовый гигант меня что-то выдернул. В общем, летим на планету. Ну а дальше все просто. Строите, скажем, производство. И все у вас будет хорошо. Ставите энергию в любом виде, в каком хотите, будь то ветряки, будь то разрядка аккумуляторов, солнечные панели, ядерное топливо, на угле, как угодно. Сначала у меня здесь была нефть, то есть я просто все это дело выстраивал, ставил воздушки, все запитывалось, они, кстати, много не жрут. После чего я сюда ставил, чтобы привозилась вот эта штука Space Warper, и чтобы просто тут была нефть, которая нигде не запрашивается. И это автоматом все дело увозит. Также я завозил сюда аккумуляторы, прямо именно с той логистической станции. И, собственно, отработанные аккумуляторы вывозил сюда. И таким образом корабли у меня летают туда-сюда без остановки. Естественно, все это делал. Вот тут проставил. Logistic Vessel здесь стоит. И, как видите, Space Warper тут в размере 50 единиц. И все прекрасно работает. Точно так же можно делать совершенно любыми ресурсами. И, кстати, вот эта штука, она не обязательна. Она вырабатывает довольно много. Ну, как видите, какой здесь идет большой чардж. А вон вообще пак аккумуляторов, которые заряжаются. Не надо. Если планета позволяет, воздушных турбин хватит для небольшого производства. У вас же тут не масштабная переработка всего и вся, а лишь добыча. И еще, вот допустим нефтянку-то ладно, еще можно так возить, но руду я вам не рекомендую. Тут у меня еще, помимо всего прочего, добыча кремния. И сейчас я ее найду. Секундочку, не помню, где она. Да, вот мой кремний, вот он тут делается, там добывается руда, и она перерабатывается. Если будете возить исключительно руду, но не то, потому что как бы из этой пластины у нас получается, точнее наоборот, из 2 единиц руды получается одна такая пластина, и вам нужно будет отвести не 1000 единиц такого готового, а 2000 единиц руды. Ну тут как вам удобнее. Может быть, у вас будет одна планета, исключительно сделанная под переработку одного вида ресурсов. Тогда да, тогда возите руду. Ну вот как-то так, друзья. Надеюсь, теперь у вас не будет проблем с построением вашего производства, даже если оно будет раскидано по различным звездам. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Dyson Sphere Program, друзья, и там их, поверьте, будет со временем много. По различной сложности, по различной длительности, но со временем, думаю, всю эту игру я в этом плане рассмотрю, как и было с той же самой Factory и Satisfactory. Ну, Satisfactory еще там в планах.
Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, кооперироваться с друзьями, чтобы играть хоть в CS-ку, хоть в дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.